Здравствуйте, друзья! Хотел бы показать вам способ, как можно быстро стартануть с помощью Tailwind CSS. И, собственно, вот он. Данный архивчик я где-нибудь прикреплю к описанию, наверное. Все, что вам нужно будет сделать, это просто сделать npm install. И у вас установятся все пакетики, как можете видеть здесь, если вам видно. Вот, и после этого вы сможете верстать странички, такие как эта, например. После того, как у вас все пакетики установятся с помощью npm install, вам необходимо выполнить команду npm run dev. И, естественно, откроется dev сервер. Попробуем посмотреть, что здесь. Как видите, здесь подключен один файлик стилей. Вот он. Увидите. Вот он. И, соответственно, в этой папочке лежат эти стили. И вот он даже открывается. И сразу же посмотрим, что здесь. Как мы видим, это страница-болванка. На ней фактически ничего нет, но тем не менее мы можем увидеть следующее. Во вкладке «Сети» у нас есть стили. И как вы видите, здесь получается у нас генерируется очень маленький файлик, 33 килобайта. То есть это Tailwind, который нужен именно на этой странице, так скажем. Вот он, собственно, после того, как вы его билданете, соответственно, все эти комментарии уберутся, и он будет еще меньше. Ну, а пока продолжим. Значит, после всех этих манипуляций вы сможете верстать сайт. То есть, в принципе, вам нужно будет просто обращаться к документации, допустим, Tailwind. Здесь, как не очевидно, все лежит чуть-чуть ниже, чем хотелось бы. И есть вот такие вот штуки. Все начинается с контейнера, и дальше в него накидываются различные штучки. То есть для начала вам всего лишь нужно выучить CSS, а потом выучить Tailwind. И, ну, еще заодно ноду, чтобы пользоваться всей этой ерундой. Вот. Но, тем не менее, она дает очень широкие возможности. То есть вы можете ее использовать, эту штучку, как в Vue, как в React, так и в других всяких полезных инструментах для ускорения разработки. Например, у нас есть, вот я делаю так, когда верстал, я нажимаю просто Ctrl-F по странице, потому что когда ты верстаешь, во-первых, комп немножко напряжен тем, что компилирует там витом, хоть и витом, но все равно это долго. Во-вторых, когда ты здесь ищешь, то есть некоторая задержка и не очень удобно здесь поиск, как по мне. Поэтому я ищу здесь, то есть на странице прям, допустим, маргины мне надо, я нашел маргины. Теперь, допустим, мне надо там маргин топ, да? Ищем маргин топ. И, как видите, здесь, получается, сразу идет маргин топ и маргин ботtom, то есть по Y, по оси Y. И вот в этом вот вся неудобность заключается в том, что тебе приходится вспоминать или искать определенные штуки. И это занимает очень долго. Ну, время очень долго получается. Значит, смотрим. Здесь получается у нас 24, это приблизительно 16. 1 RAM это 16 пикселов. То есть получается у нас что? Tailwind использует рэмы, как по умолчанию. То есть, наверное, это можно переопределить, но я не пробовал. И, в принципе, рэмы это достаточно универсальная единица, которую можно использовать сейчас уже. И даже, скорее всего, они поддерживаются более-менее старыми браузерами. Так вот, получается, одна единица Tailwind это 0,25 рэма. Получается у нас 4 это равно 1 рэм. Значит, 1 рэм у нас равен 4 пунктам этого Tailwind. Вот, а 1 рэм это где-то 16 пикселов.
как видите, в инструкции вроде бы все понятно. В общем-то, margin top, margin right, bottom left и size указываем, то есть размер. Но когда верстаешь, это не совсем понятно, и моя рекомендация, когда вы верстаете, ну, например, вот такую страничку, да, у вас же есть какая-то заготовка, то есть шаблон, с которого вы верстаете, и вам, допустим, вот надо вымерять там. И когда вы верстаете, здесь есть такая штучка волшебная, как добавить класс. Но дело в том, что данная настройка по умолчанию, она использует, сейчас я вам покажу, вот такую вот магическую штучку, как purge, или как там это правильно читается, enable true. И если мы поставим его в false, то, по идее, сейчас он пересоберет все, и, наверное, мы увидим разницу, в чем, собственно, она заключается. Когда вы верстаете, вам необходимы, ну, наверное, не все, но 50% как минимум классов тех, которые вы будете использовать при написании своей верстки. Соответственно, желательно все их иметь как бы в браузере, то есть чтобы вы могли пробовать различные отступы, допустим, margin top, там 1 rem, 2 rem, 3 rem и более мелкие единицы. И, соответственно, эти классы где-то должны храниться. И когда мы используем, вот эту настройку enabled true, то получается наш основной файл стилей, он сжимается до самых как бы не могу. То есть он сжимается до того ровно, сколько мы используем, собственно, стилей на этой странице. То есть, смотрите, когда мы enabled false делаем, то в браузере мы можем легко для себя подбирать необходимую нам директиву, ну то есть вот эту вот штучку MT6, MT7, да, допустим. И эти все стили, ну вообще все стили, которые есть в Tailwind, они будут доступны вот в этой вот удобнейшей просто штучке, как вы видите, да. То есть, если бы мы сделали здесь, мы сделали true, то есть как бы сжатие, это обозначает сжатие основного файла до тех границ, которые вы, собственно, используете. То есть, допустим, вы используете MT1, там, он добавится в bundle, то есть вот в этот файлик. Сейчас покажу. Файл стилей. Вот у нас стили, и получается здесь, смотрите, получается 3,5 мегабайта. Если брать эту заготовку, то здесь он даже 4 мегабайта. И получается, что здесь, в этом файлике, есть все стили, которые есть в Tailwind. И вам не придется, что самое главное, выдумывать, какие же есть, каких нет. Особенно если вы только начинаете с помощью Tailwind верстать, то новичку очень трудно понять иногда логику этих ребят. И получается, новичку очень трудно начать именно использовать Tailwind, потому что трудно угадать, какие есть здесь стили. А с помощью вот этой вот штуки, которую я вам показал, Enabled False, мы сможем достучаться до всех стилей и, соответственно, подбирать необходимый нам класс, как я вам уже вот демонстрировал здесь. То есть, видите, да, увеличивается расстояние. Ну, соответственно, MT это margin top, 16 это значит 4,1. Сколько это? Я вообще сам запутываюсь в этом всем. 16 это 4 рема получается. Но 16 разделить на 4 получается 4, да? 6, 4, 4, 16, да. Один пункт Tailwind это 0,25 рем, а здесь получается 4. Ну да, 16 умножить на 0,25 получается, наверное, 4. В общем, основная мысль в том, что вы можете использовать вот эту вот простую функцию, которая позволяет достучаться до всех классов
которые только есть в Tailwind. Но если вы ставите здесь, как по умолчанию было, true, то где это мы? То получается у нас теряется весь, ну, все удобство верстки в этой штучке, и с помощью особенно вот этих штук, как в браузере, допустим, я сейчас вам показывал. То есть если сейчас мы посмотрим на Network и стили, то здесь получается у нас стилей, сколько вы ожидаем мы сборку. Но здесь будет где-то вот 33 килобайта. И получается всех тех стилей, которые я вам описывал ранее, здесь уже не будет. МТ. Как видите, здесь только 2 используется, соответственно, 2 есть в браузере. И поэтому подбирать нужный стиль становится очень-очень трудно. В общем-то, наверное, если я вам очень трудно объяснил, то вкратце подведем итог. Если использовать по умолчанию тот как бы стартовый пакет, который я вам скину в позиции, вот, кстати, этот файлик tailwind config находится в корне, вот он. И если его использовать по умолчанию в enabled true, то у нас будет при верстке, как бы в dev режиме, файл стилей урезанный. То есть он будет весить там, ну, максимум 33, там, 50 килобайт. Если же мы ставим false и смотрим, что у нас получилось, по идее он должен сам перезагрузить страницу после того, как выполнит сборку, то здесь у нас будет около 4 мегабайт файл. И, соответственно, все стили, которые есть в Tailwind, они будут добавлены. Штуку, вот, получается, 4 мегабайта у нас бандл этот получился.